Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Когда Элкан приходит на кладбище, Ильгуль очень удивляется. Ильгуль не может понять, зачем пришел ее брат. Тем временем Кенан и Шермин очень обеспокоены смертью своей горничной. Кенана особенно беспокоило то, что мать Шермина скрывала беременность Мирьем. Когда Шермин высказывает Кенану подозрение, что Кенан может быть причастен к этому инциденту, Кенан очень злится на Шермина. Вот почему Шермину приходится отступить. Медина возвращается с похорон и приходит в дом Айлен и Мурата. Однако он очень обеспокоен тем, с чем ему придется столкнуться. Когда он приходит в комнату Мурата и Айлен, Мурат внезапно открывает дверь. Медина очень испугалась. Мурат весело держит на руках дочь Нил и просит Медину приготовить завтрак. Хайрия приходит в дом, где работает, и входит. Она пугается, когда перед ней внезапно появляется Фияз Бей. У них с Есемин разлад из-за его бывшей жены. Есемин очень зла и не хочет встречаться и разговаривать с Фиязом. У Есемин нервный срыв, и в гневе Фияз хватает Есемин и тянет ее в комнату. И, несмотря на всю настойчивость Фияза, он не может успокоить Есемин. Однако, когда Фияз говорит, что если ты это сделаешь, Нергис победит, Есемин успокаивается. Тем временем его дети Восток и Запад становятся свидетелями этой ситуации. Им очень грустно. Догу очень грустен, но в то же время он эмоционально подавлен. Когда он встречает Нергис, он очень злится на свою мать, и у него случается нервный срыв. Тем временем Кахраман пытается вмешаться, но Догу не позволяет этого и очень злится на свою мать за то, что она вообще не думает о своих детях. То, что говорит Восток, глубоко затрагивает Нергис, и она начинает сомневаться в своем материнстве. Но затем он собирается садиться в машину и уезжает. С другой стороны, Сангуль понимает, что у ее сына проблема, и звонит, чтобы спросить. Однако Екта думает о погибшей Мирьем. Отношения между Гэжой Джанан и Сангуль очень напряженные из-за ее сына. Джанан Ханем очень злится, когда желания сына Джанан Ханем Ахмета всегда связаны с действиями Сангуля. Нергис снова пришла в дом Фияза и Есемин, словно на бег. Хотя Хайрия не согласна, она входит и садится. Когда Хайрия сообщает об этом домовладельцам, госпожа Есемин очень злится. Подождав некоторое время, они идут в зал. Нергис изо всех сил старается навести беспорядок. Затем, когда она заявляет, что хочет забрать детей, Есемин говорит: «Бери немедленно и уходи», но Фияз говорит, что детей он точно не отдаст. Однако Нергис заявляет, что хочет переехать и жить с Фиязом и Есемин, потому что знает, что Фияз не отдаст ей детей. Фияз и Есемин шокированы этой просьбой. У Ахмета сильно кружится голова, потому что он слишком много выпил накануне вечером. Ахмет попросил у Сангуля еды. Однако госпожа Сангуль Джанан не сделала этого, потому что была рассержена и рассказала Ахмету о ситуации в присутствии Гэжи Джанан. Госпожа Канан злится на Ахмета и выходит из комнаты. Тем временем приходит Ильгуль и рассказывает ей о своем опыте с Ахметом прошлой ночью, и Ахмет рассказывает правду о ситуации. Ильгуль уходит оттуда, заявляя, что неправильно поняла инцидент. Тем временем Медина приготовила завтрак. Когда Айлен выходит из душа, Мурат выбегает. Тем временем Айлен винит Медину в том, что произошло прошлой ночью. И он тут же спрашивает Медину, почему она хочет расторгнуть брак. Хотя Медина знает все, он делает вид, что не знает. Однако Айлен полна решимости изгнать Медину во что бы то ни стало. После этого он забирает Нила и уходит из дома. Он просит ее покинуть дом до его возвращения. Несмотря на то, что Медин умоляет, Айлен не отказывается от своего решения. Медине, расстроенная ситуацией, немедленно звонит Сангулю и объясняет ситуацию. Проблемы Сангуля с Джананом стали известны.
Однако Сангуль бьет Джанан по лицу и объясняет причину своих действий. «Если хочешь, чтобы я ушел, просто скажи мне, и я пойду», — говорит он. Кахраман и Ильгуль, решившие вместе расследовать смерть Мирьем, не могут ужиться. Они вместе изучают произошедшее и пытаются подумать о том, что сделала Мирьем. Тем временем Ильгуль показывает Кахраману фотографию. Герой спрашивает о людях на фотографии и объясняет, что на фотографии его брат и что они с Мирьем тусуются. С другой стороны, Ясемин, шокированная просьбой Нергис, очень злится на ситуацию. Фияз и Нергис заходят в комнату и вместе пытаются решить эту ситуацию. Хотя Нергис хочет отомстить Фиязу за женитьбу на сестре Фе, она говорит, что им следует вместе что-то сделать для детей. Однако по мере того, как разговор продолжается и смех усиливается, Ясемин внутренне злится. Медина выходит к рынку, чтобы объяснить ситуацию Сангулю. Тем временем Ильгуль и Кахраман тоже там. Когда Сангуль рассказывает о том, что произошло дома, Медине очень расстраивается. После этого приходит Хайрие и говорит, что у нее есть идея исправить ситуацию. Затем они вместе идут в дом Айлен и Мурата. Когда Айлен открывает дверь, он сразу же просит ее собрать вещи и уйти. Однако Медина говорит, что точно не поедет. Затем вмешивается Хайрие и угрожает Айлен. Однако Айлен очень злится на эту ситуацию. Сангуль и Хайрие вмешиваются и говорят, что расскажут всем, что произошло. Затем они просят сравнить найденную за ним записку с почерком Медины. После всего этого Айлен застряла в углу. Когда Айлен берет записку и сравнивает ее с тем, что написал Медин, она понимает, что Медин не писал записку. Однако его целью было изгнать Медину и сказать, что Медина написала записку Мурату. Поэтому, если он не собирается изгонять Медину, ему нужно найти другую ложь. Поэтому он просит помощи у Сангуля и Хайрия. Хайрия находит для этого идею и объясняет ее. Однако Медине очень тревожно, потому что она солжет Муратбею. Ильгуль, напротив, боится отдать найденную записку в полицейский участок. Кахраман пытается убедить Ильгуля передать эту записку. В этот момент он встречает Ахмета, и Ахмет хочет простить его за то, что произошло накануне вечером. Поэтому он предлагает пригласить Ильгуля на ужин. Ильгуль принимает эту ситуацию. Затем он идет в дом Шермин Ханым и дает Нисану ребенка. Однако госпожа Шермин просит о помощи, говоря, что Нисан не ест. Ильгуль также принимает это предложение. Играя с Нисаном, он выходит из комнаты, чтобы поговорить с матерью. Тем временем он видит комнату Мирьем. Он немедленно приходит и начинает перебирать свои ящики. Когда она собирается просмотреть найденные фотографии, в комнату входит новая няня Нисан. Ильгуль не знает, что ответить. Смотритель, с другой стороны, угрожает, что ничего не скажет Гэже Шермин, если Нисан скажет ей, что она его очень любит. Он встречает Ильгуля Кахрамана, который выходит за ним. Сначала они обсуждают ситуацию, затем Кахраман говорит: «Если вечером возникнут какие-то проблемы, можешь мне позвонить». Пока Ильгуль с волнением готовится к вечеру, приходит ее мама. Когда вы спрашиваете, почему он так подготовился, Ильгуль объясняет ситуацию. Однако госпожа Сангуль не хочет, чтобы Ильгуль уходил. Сангуль также обеспокоена тем, что госпожа Джанан не вернется домой. Когда Ахмед приезжает за Ильгулем, госпожа Джанан все еще отсутствует. Узнав о ситуации, Ахмед волнуется и хочет позвонить матери. Однако его телефон выключен. Они очень волнуются. Потом кто-то звонит Ахмету и сообщает, что его мать в больнице. Они все очень волнуются и немедленно отправляются в больницу. Воры украли Гэжу Кэнан, когда она была за рулем, и при этом ей было вывихнуто плечо. Его цель была очень расстроена после того, что сказал Сангуль. Поэтому он купил Сангуль браслет и хотел заставить ее простить его. Услышав эту ситуацию, Сангуль очень расчувствовалась.
После этого Кахраман звонит и спрашивает о ситуации. Он говорит, что проблем нет, и объясняет, что произошло. После этого Ахмед приходит и уходит с Ильгулем. Пока они разговаривают, приходят друзья Ахмета. Когда Ахмед представляет Ильгуль как дочь горничной, Ильгуль очень расстраивается. Ахмед едет к матери со своими друзьями. В этот момент снова приходит Кахраман и успокаивает Ильгуля. Даже Нергис удалось убедить господина Фияза. Есемин очень возмущена этой ситуацией. Когда Нергис обживается в доме, ее первая задача – привлечь Хайрия на свою сторону. Он обманывает Хайрия, говоря, что купит красивые платья. С другой стороны, Медина заставляет себя осуществить план Хайрия. Но он очень смущен и не знает, что сказать. В этот момент он теряет сознание из-за бедственной ситуации. После этого Айлен и Мурат немного пытаются заставить Медину проснуться. Когда Мурат спрашивает, почему так происходит, Медина молчит. Айлен говорит, что записку написал Медин. Он объясняет, что его цель – отомстить Айлен за то, что она просила денег, но не смогла их получить. С другой стороны, Есемин не могла вынести возвращение Нергис домой. Есемин говорит, что не хочет сидеть за завтраком с Нергис. Однако, когда Фияс угрожает Есемин, что если ты не сядешь за этот стол сейчас, ты никогда больше не сможешь сидеть за этим столом, Есемин вынуждена сесть за стол. Хайрия вовлечена во все это, но, похоже, совсем не жалуется. Медина, которая оказалась в очень сложной ситуации из-за действий Хайрия, очень опечалена. Утром Мурат хочет поговорить с Мединой. Из-за слов Мурата Медина оказалась в очень сложной ситуации. Потому что Мурат так хорошо думает, что Медина раздавлена этим добром. Более того, если бы Медину простили даже за то, чего он не делал, это очень огорчило бы его. Когда Мурат говорит ему, что сделает все для своего брата, из глаз Медины текут слезы. Сангуль не нравится поведение дочери Ильгуль, и она задает ей вопросы. Потому что боится, что впадет в депрессию, как Мирьем, и навредит себе. Ильгуль не хочет много говорить об этом вопросе с матерью и хочет уйти из дома. На выходе Ахмед останавливает Ильгуля у двери и говорит ему, что он запутался снаружи и что то, что он сказал вчера вечером, неправда. Ильгуль очень расстроен из-за Ахмета, а я дочь твоей служанки. Ты также сын босса моей матери. Он говорит, что это все наши отношения. Сангуль Джанан пытается делать то, что хочет госпожа Джанан. Но мысли Сангуля сосредоточены на Ильгуле. После этого звонит бабушка Ильгуля и говорит, что Илкан не здоровится и просит ее приехать. Ильгуль говорит, что придет и кладет трубку. Затем он разговаривает с Кахраманом и идет к Шермин Ханем. Пока он собирается встретиться с Нисаном, отец Нисана не разрешает этого мероприятия. Нисан, с другой стороны, не хочет, чтобы Ильгуль покидала ее сторону. Однако ее отец насильно забирает Нисана из рук Ильгуля и заходит внутрь. Они осторожно выгоняют Ильгуля из дома. Когда Ильгуль уходит, она очень злится, а Кахраман в это время ждет снаружи. Ильгуль выходит сердито и говорит, что в этом замешан отец Нисана. Кахраман сначала успокаивает Ильгуля. Потом они выходят вместе. По дороге звонит бабушка Ильгуля и сообщает, что Илкан потерял сознание в ванной. Он и Кахраман немедленно идут к его бабушке. Когда они едут в Илкан, Кахраман первым забирает бабушку. Ильгуль идет к своему брату. Тем временем Илкан приходит в себя и говорит о Мирьем: «Если бы я усыновил ребенка, Мирьем не умерла бы». Ильгуль не знает, что сказать. В это время приходит Кахраман и спрашивает, что случилось, но Ильгуль ничего не говорит Кахраману. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.